Россия платит дань. Как осуществляется выплата дани? Э, Соединенные Штаты Америки — это технология, отработанная была Англией, но еще и на индийской колонии. Технология так называемых центральных банков, не подчиненных национальным властям. Для того, чтобы не собирать дань, так сказать, посылкой солдат, в Индии англичане отработали технологию сбора дани через центральный банк. Как это работает в Российской Федерации? На Украине и в других частях СССР везде одинаково. Центральные банки не подчиняются правительству, выпускают национальные так называемые валюты, в данном случае рубль, который никакого отношения к российской экономике не имеет, вообще никакого. Если мы возьмем, например, российский рубль, посмотрим на него, то здесь нету никаких даже записей о том, что эта бумажка как-то связана с российским государством. Тут есть запись, что этот документ выпускает учреждение под названием Банк России, у которого российское только название — Банк России. Просто он находится на территории Российской Федерации. Даже герб, который вы каждый может посмотреть на своей бумажке, не российский. А это герб, как в Центральном банке говорят, это наш герб Центрального банка. И он абсолютно такой же, как был герб Временного правительства в 1917 году, Керенского. По какой-то причине, не знаю уж по какой. Значит, дальше происходит следующее. Центральный банк наш, выпустив рубли, покупает на них доллары, евро и фунты стерлингов на бирже валютной. Автоматически, как только он купил этот рубль на бирже, этот доллар или евро или фунт, эта валюта подлежит стерилизации в так называемых международных резервах. Почему стерилизация? Потому что по Конституции и законодательству взять из этих резервов деньги нельзя, кроме как на поддержание курса рубля. Но на поддержание курса рубля — это страховая часть резервов. Она составляет не более 10, в критической ситуации 20%. Все остальное является стерилизация денежной массы, в данном случае долларов и евро. Что это означает? Как только Центральный банк купил этот доллар, направил его в международный резерв, который тоже находится, кстати, в Соединенных Штатах Америки, произошло его списание с мирового экономического баланса. И автоматически Федеральная резервная система США, например, выпустила такой же доллар, новый, абсолютно ничем не обеспеченный, который потом наш Центральный банк опять скупил и опять стерилизовал. Но при этом, когда он это скупает, он выпускает реальные рубли, за которые производится реальная продукция. Ну, например, нефть, газ, природные ресурсы, оборудование, станки. И эта продукция экспортируется, и вот этот доллар, который он изъял из экономического рода, купил, он был получен в результате продажи реальных ресурсов. То есть сам доллар — пустая бумажка, а ресурсы, на которые он был обменен, абсолютно реальные и полномасштабные, полновесные, полнокровные, то, что называется. Дальше происходит следующее. Как только ФРС заметила, что из мирового баланса долларов исчез этот доллар, купленный российским центральным банком, или украинским, например, автоматически они выпускают новый доллар, но по соглашению с правительством Соединенных Штатов произошло наполнение этим долларом американского бюджета. То есть что случилось? Наш центральный банк купил доллар, и этот доллар тут же попал в американский бюджет и дальше был направлен американским законодательством на социальные программы бюджета Соединенных Штатов Америки. Это первый механизм прямой выплаты дани. Он объемы его составляют в некоторых случаях до миллиардов долларов в день, приблизительно объем этих выплат.